Привет, ребята! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о наболевшем, о погоде, поскольку погода для меня – это вещь, которую я никак не могу контролировать. Допустим, ситуация. Я просыпаюсь утром, в окно светит солнце, голубое небо, ни одного облачка, совершенно. Я думаю, как же классно все-таки, сегодня будет жарко, можно будет позагорать, надену-ка я платье. Я надеваю платье, либо какую-нибудь маечку, и иду на работу, или на учебу в институт, или просто погулять с друзьями. Я выхожу из дома, мне хорошо, тепло, смотрю на телефоне погоду, показывает, что весь день будет солнце. Ну, здорово, вообще идеально, то, что нужно. Но, я думаю, кто-то из вас сейчас узнает себя. Проходит час, может быть, два, и небо начинает темнеть. Вы идете, не понимаете, откуда эти тучи вообще здесь взялись? Почему они вдруг произошли здесь? Откуда они вообще? Небо все затягивает черными тучами, и начинается дождь. Либо тот же самый сценарий. Небо затягивает тучами, и становится очень холодно. И вы думаете, да что ж такое? Да почему? Как? Только что смотрел прогноз погоды, там ничего не было. Там было светло, весь день обещали солнце. Ну, таких, как я, обманутых, я думаю, очень много. Среди вас они есть, явно. И ты понимаешь, что тебе даже нечем укрыться в случае дождя, и ты идешь в этом легком платье, либо в тоненькой маечке, тебя поливает дождем, и ты ищешь только куда бы скрыться, куда побежать, потому что до дома далеко, дом там вообще неизвестно где находится, и туда ехать совершенно нету времени. Мы идем в ближайший кофешоп. И самое веселое происходит именно в этом кофешопе, потому что лично когда я попадаю в такую ситуацию, я захожу в кафе и вижу просто картину, как все столики заняты, и за этими столиками сидят такие же обманутые метеорологами люди. Сидят тоже в шортах, в майках, в платьях и отогреваются сейчас в кафе с помощью кофе. К чему я, собственно, веду сейчас этот разговор? Почему я начала именно с этой истории? Потому что мы с вами сейчас с помощью этой истории немножко проработаем ощущения на русском языке. То есть как мы с вами передаем ощущения? Предположим, вот мы с вами проснулись с утра. На улице яркое солнце. Мы смотрим, нам хорошо, нам тепло, потому что солнышко греет нам в окошко. Мы поставляем ему свое лицо и радуемся теплу. Нам не нужно тепло одеваться, какую-нибудь маечку или платье надеваем и вперед на улицу гулять. Нам жарко, мы изнываем от жары, нам хочется воды. Нам жарко, нам хочется все с себя снять. Жара, жара, жара. У каждого летом такая была ситуация, точно. Но жара исчезает. Мы видим, как небо затягивается тучами. И мы ищем, чтобы нам надеть. Чтобы накинуть на себя, потому что нам очень холодно. Мы дрожим, ужасно дрожим. Потому что очень холодно, начинается ветер, дождь. Мы все мокрые, очень холодно. Мы сжимаемся все. Мы дрожим. Мы бежим в ближайший кофешоп. И когда мы туда приходим, мы заказываем кофе. Потому что только кофе может согреть в такой холодный день. Итак, у нас здесь с вами были эмоции. Веселье, хорошее настроение, нам было тепло. Потом нам стало плохо, нам стало холодно, нам стало мокро от того, что дождь нас намочил. И мы побежали потом вновь к хорошим эмоциям, побежали с вами в кофешоп, заказали там кофе, выпили это кофе и получили удовольствие. Итак, а теперь я предостерегу вас от неприятностей с погодой
рассказывая эту же историю, только в будущем времени. То есть я вам на будущее говорю, чтобы вы не попадали в такие ситуации. Как я это говорю? Слушайте, повторяйте за мной, и вы поймете, как строится будущее время на русском языке. Так, если вы будете просыпаться утром и увидите яркое солнце, не верьте ему, не верьте. Солнце может вас обманывать, потому что солнце будет светить не весь день, не факт. Солнце будет светить максимум 1 час. Потом, когда вы будете уже на улице гулять с друзьями, вы столкнетесь с тем, что на вас польется дождь. Вам будет очень холодно. Вы будете все мокрые от дождя. Вам будет очень холодно. Вы будете дрожать. Вы будете искать, чтобы надеть на себя еще, чтобы согреться. Но в такой ситуации, что я могу вам посоветовать? Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет найти ближайший кофешоп, зайти в него и заказать себе кофе. И согреться таким образом в холодный день. Поэтому, если вдруг вас застанет такая ситуация, бегом в кофешоп, покупаем себе кофе, греемся и ждем, когда закончится дождь. Если погода просто настроена против вас, вам нужно будет позвонить своим друзьям или, не знаю, знакомым, маме, папе, бабушке, дедушке, брату, сестре, бойфренду или девушке своей, позвонить и попросить привезти вам какую-нибудь теплую вещь. Я надеюсь, они вас поймут. Я уверена, что каждый человек в мире обязательно попадал в такую ситуацию. Сегодня я вам рассказала о наболевшем, о моей просто несовместимости с погодой. Я не верю прогнозу погоды, потому что я не знаю, кто их пишет, но прогноз погоды в моем случае практически никогда не сбывается. Поэтому, когда я выхожу из дома в легкой майке или в легком платье, я обязательно беру с собой теплую кофту, потому что я очень везучий человек, и я обязательно попадаю под дождь. Итак, теперь несколько вопросов. Дорогие мои, что мы делаем, если вдруг мы видим солнце? Правильно, мы одеваемся легко, одеваем легкую майку, одеваем платье и не думаем ни о чем. Но что нам нужно обязательно взять с собой? Конечно, правильно, теплую кофту. Надеть ее на себя, чтобы потом не дрожать от холода. Теплую кофту. Берем с собой теплую кофту. Потом, когда мы с вами видим, что начался дождь, мы куда бежим с вами? Правильно, в кофешоп. Покупать кофе и греться. А если мы с вами не взяли теплую кофту, то что же нам делать? Правильно, звонить друзьям, знакомым, маме, папе, бабушке, дедушке, всем, кого вы знаете, кто может вам помочь. Всем. Итак, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, добавляйте ролик к себе в социальные сети. Я желаю вам всегда только хорошей погоды, и чтобы вас никогда не заставал дождь этой осенью. Хотя, конечно, очень странное пожелание, но... Я хочу, чтобы ваша осень была всегда солнечная, теплая и принесла вам массу положительных эмоций. Учите русский язык вместе с Easy Russian.